Всем привет! Значит, отвечая на вопросы, уже неоднократные вопросы зрителей моего канала, хочу рассказать, как заточить ножницы. Сразу же хочу сказать, что если вы ожидаете услышать здесь какие-то фантастические загадочные углы, под которыми надо точить ножницы, а под другими ничего не будет, это лучше, это хуже, здесь такого не будет. Я буду просто рассказывать, как точить ножницы, вот совершенно любым углом, примерно я скажу, что, вот сразу скажу, что у любых ножниц, если мы их откроем, посмотрим с торца, то мы видим относительно вот этой вот плоскости, ну здесь угол где-то, 80 градусов, может быть 75 градусов угол. Вот, то есть, понятно, что есть какой-то наклон, хотя, честно сказать, есть ножницы почти под 90 градусов. Потому что суть разрезания ножницами не как ножом, а суть именно при попадании материала, бумаги, там что-то еще, между двух половинок, оно пересекается из-за того, что половинки, естественно, имеют острый угол и очень близко, острый в плане заточен остро, вот, кромка сама. Остренькая такая, вот, и очень близко друг к другу соприкасаются. Поэтому многие ножницы, если вот их открыть и посмотреть на ножницы, вот так вот, наверное, вот с этими вам будет лучше видно. Если посмотреть на ножницы вот отсюда, вот я не знаю, получается у меня сейчас навестись, не получается, то есть сами ножницы имеют изгиб, вот, и при сведении они как бы пересекают. Сначала они, когда открыты, пересекают, а потом они сводятся. Вот, значит, точить ножницы можно совершенно элементарно. Самое главное в ножницах не прикоснуться вот к этой части. То есть мы точим ножницы только вот эту вот кромку и только сверху. Есть некоторые ножницы, у которых заточена только одна половинка. Есть некоторые ножницы, большинство ножниц, у которых точатся две половинки, два лезвия. Но ни в коем случае, вот мы прикоснулись вот к этой стороне, все, мы готовимся снимать какой-то слой металла, для того, чтобы ножницы более-менее стали резать, и то не факт, что они начнут резать. Также немаловажно будет сказать, что у многих ножниц есть винтик, и вот, допустим, как вот в этих вот старых ножницах, еще с советских времен, они стали плохо резать, потому что винтик всего лишь разболтался. Раскрываем ножницы, берем отверточку, поджимаем немножко винтик. Совсем чуть-чуть. Ножницы продолжили работать, но вот это вот пересечение их, изгиб, стал больше, то есть две половинки стали сильнее прижиматься друг к другу, тереться друг от друга, естественно, резать стали лучше. Вот эти вот ножницы, они в принципе еще способны резать и довольно-таки остренькие. Потом, что вот ножнички, которые на заклепках, тоже со временем разбалтываются. Можно просто положить на что-то твердое, но вот у меня дома нету никакой ни наковальни, ничего, я просто кладу ножницы на топор. Вот, допустим, кладу топор, заклепочку кладу на топор и сверху тюк молоточком, только чуть-чуть, не сильно. Ножнички немножко, да, кстати, нужно сказать, что лучше их оставить открытыми, вот, когда ударяем молотком. Оставили открытыми, вот по заклепочке. Не вот по этому шарику, а с другой стороны, где она расклепана. Даже вот видно, что вот здесь уже не заводская расклепка, если вот будет видно. Ножницы хоть какие-то, можно сказать, такие детские, но очень хорошо режут, очень удобные. Вот как-то удачно мне они попались. Ножницам этим уже не первый год, но все равно держат остроту, очень часто ими пользуюсь. Открыли ножнички, молоточком тюк по ним, все отлично, все. Ножницы у нас начали резать. Проверяется острота, можно просто пошкрябать пальцем по кромке, если она, так скажем, царапается, цепляется, значит она острая. Вот. Естественно, ножницы можно испытать, как они что-нибудь режут, там, взять листик бумажки порезать. Значит, я еще приготовил здесь разные ножницы, все они тоже какие-то такие вот, которые продаются в обыкновенном супермаркете, все они на заклепках. Одни из них, вот эти вот, надо подточить. Все эти ножницы хорошо поточены. Конечно, если у вас какие-то ножницы там
парикмахерский или как вот я для нахлыстовых мух использую, то, конечно же, ножницы многие боятся падений. Особенно, я не знаю, ну правда это или нет, но вот парикмахеры говорят, что при падении ножниц их можно выкидывать, что они потом правильно резать не будут. Мне кажется, это уже какие-то заморочки из области фантастики. И, ну не знаю, мне кажется, что это какая-то все-таки надуманная. Значит, давайте теперь приступим, поговорим о том, как можно точить ножницы. Самый первый способ, которым я сам лично в детстве начал точить ножницы, это я просто пошкрябал по напильнику, убил мамины ножницы, был за это отруган. Потом мама же мне сказала дедовский способ, но вот, говорит, портные так точат ножницы. Значит, берем просто обыкновенные ножницы и режем наждачную бумагу. Не сильно грубую, такую вот мелкую, нулевочку какую-нибудь. Режем. Листик бумажки, скажем, там 2-3 раза сделали, все, ножнички стали острые. С чем это связано, не знаю, как вот воздействует, хотя, по идее, крошка от наждачки сыпется и должна попадать вот на эту вот часть, но, тем не менее, реально работает, ножницы точатся. Не очень остро, но грубая такая заточка получается. Вот. Сам же сейчас я точу ножницы просто вот. Раскрываем любые ножницы. Конечно, лучше, чтобы ножницы были, так скажем, под правую руку, тогда их удобнее точить. Потому что есть, что наоборот поставлено, но вот у меня, к сожалению, таких ножниц под рукой нету. То есть, если бы вот эта вот часть была верхняя, наоборот, то мне бы пришлось точить, ну, не особо удобно. Это ничего в этом страшного нету, это просто мои какие-то вот предпочтения. Мне так удобнее и все. И покупая ножницы, никогда в жизни я на это не обращаю внимания. Вы видите, у меня совершенно обыкновенные какие-то бытовые ножницы. И, то есть я покупаю ножницы, не заморачиваюсь. Берем брусочек. Брусочек мне нужен, деревянный брусочек, только для того, чтобы был некоторый подъем. Вообще, я бы положил на край стола, вот давайте представим, что вот это просто край стола. Значит, на край стола мы кладем совершенно обыкновенный брусок. Вот. Это какой-то китайский брусок, продающийся в супермаркете. Можно взять, вот, есть советский брусок. Какая гридность, не важно, совершенно не важно, какая гридность. Вот это вот просто брусок из Советского Союза с кухни. У многих такой есть, об него можно поточить ножницы, но ножницы будут резать прекрасно. Вот еще один, более мелкий брусок, более мелкой гридности. Пожалуйста, можно поточить. Можно поправить ножницы на коже, тоже прекрасно работает. Если ножницы у вас немножечко подтупились, то, пожалуйста, не надо срезать слои металла, возьмите кусок замши, кожи, даже можно без пасты. Несколько раз шкрябните, все будет работать. Можно поточить на алмазике, вот. Можно вот на этом брусочке поточить. Можно, вот я специально подготовил виксик. Точнее, точилку от Викса, я на ней тоже часто точу ножницы. То есть мне нужно вот что-то поточить быстро, я не заморачиваюсь, не достаю какие-то дополнительные бруски. Я просто, вот у меня в письменном столе лежит вот эта точилка, или же если я иду куда-то там в аутдор, так скажем, то я беру ее с собой. Вот она где-то в рюкзаке лежит всегда. Вот. Ну, дома я ее просто кладу к себе в стол. Вынул точилочку, надо, кстати, купить еще, но вот все, руки не доходят уже давным-давно, больше года думаю, что надо купить еще таких, даже парочку. Вот, но все, руки не доходят, очень удобная вещь и рекомендую. Классный брусочек. Вот, то есть, как мы точим ножницы. Вот покажу на примере бруска. Значит, открываем ножницы, прикладываем, вот ищем позицию, в которой ножницы у нас станут. Так как я сказал, вот здесь вот есть угол, давайте я вам даже нарисую, чтобы вы лучше понимали. То есть, если мы берем ножницы и смотрим на них с торца, вот отсюда, вот так вот мы смотрим на ножницы, вот я сейчас, вы представляете, как их вижу, то есть, вы их видите вот так вот. Вот, торец. Значит, я вот сейчас вижу прямо. Верхняя часть, соответственно, в обратную сторону идет. То есть нам нужно точить сейчас именно вот эту часть. Нам надо вот эту часть снимать. То есть мы ее прикладываем к бруску. Естественно, я говорил вот про этот вот угол. Вот нам надо прикладывать именно вот эту часть к бруску и ее точить. Стачивать. Что мы сейчас и сделаем. Кладем брусочек, ну или на край стола. Находим угол, под которым у нас ножнички становятся, именно вот этой нашей плоскостью, которую я указал, становятся на брусок. И не надо сильно прижимать, аккуратно.
Если мы не будем сильно прижимать, то тогда у нас вот здесь вот не будет сильно образовываться фаска. Можно, кто умеет поточить на наждаке, но я вас уверяю, что очень легко ножницы точатся. И ни в коем случае нам никакой наждак 1000 лет не нужен. Все. Несколько раз провели, пощупали. Трение такое есть, как бы сопротивление. Вот, чувствуется, что кромочка появилась остренькая. Если не появилась, подтачиваем еще. Кстати, можно сделать еще на ножничках такой микроподводик. То есть вот угол у нас есть, который вот мы сейчас его чувствуем. Можно в последний раз чуть-чуть приподнять и сделать еще проводик. Вот если появилась вот здесь микрокромка, заусенец этот, ничего страшного, заусенец мы сейчас возьмем листик бумажки, не закрываем ножницы, мы возьмем листик бумажки, мы его порежем, у нас заусенец этот снимется. Вот я чувствую, что здесь есть заусенец. Вторую половинку точим. Сначала тоже пару раз. По тому, как сделана заводская вот этот вот скос. И потом микроподводик делаю. Вот. Заусенец появился, значит все, хватит этого. Такой малюсенький заусенец, совсем маленький. Если вы думаете, что держусь под 90 градусов, я не под 90 градусов держу. Я все равно немножко наклоняю их вперед, чтобы соответствовать вот углу и микроподводу. Если мы сейчас вот шкрябнем вот так вот ножницами, то есть вот этой плоскостью, то мы убьем ножницы в один момент. И тоже ни в коем случае ножницы на себя тянуть не надо. Так как если мы протянем на себя, может быть у вас получается. У меня, по крайней мере, если я начинаю протягивать на себя, то есть как я тащу ножик против заточки, так скажем. Если я вот против заточки начну тащить вот сюда, в эту сторону, то ножницы почему-то оказываются убитые, как правило. Не закрываем до конца. Берем лист бумаги. Мы видим, прекрасно ножницы режут. Вот. То есть вот таким вот образом точатся ножницы, совершенно любые, что от каких-то там маленьких виксиков, мультитульчиков, там латерманчиков, маникюрных ножниц, ножниц по металлу, портных ножниц, парикмахерских ножниц. Все они точатся именно вот так. Я имею в виду с прямой заточкой, какие-то ножницы с зубчиками, есть как их тащить. Я, честно говоря, не берусь вам сказать, есть какие-то, наверное, специальные станки, приспособления, бруски, чтобы их точить, то же самое, что точить серейтер. Серейтер можно в ноже точить, бруском мается точить, а можно подобрать какие-то специальные круги, какие-то формованные бруски для того, чтобы точить серейтеры. Ну вот я думаю, что ответил на ваш вопрос, то есть никакой проблемы с заточкой или правкой ножниц нету. Но я думаю, вы понимаете, на коже точно так же. Мы берем кусочек кожи или нашу какую-то правильную доску и точно так же проводим, ну в одну сторону. Все делается совершенно одинаково. Вот после заточки на брусках ножницы совершенно не надо править. Вот я просто сейчас испытал на руке. Волосок прекрасно отстригают даже кончиками, хотя кончики у многих не острые. Так как я вижу мушки и вот уже привык, что кончики у меня должны работать лучше всего, так что тоже рекомендую обратить внимание, чтобы кончики были у нас острые. Ну, собственно говоря, вот так вот это делается. Еще совершенно забыл сказать, некоторые ножницы просто вот из-за мягкости металла бывает нужно всего лишь немножко подогнуть. То есть вот мы смотрим, что ножницы стали почти ровные, и они у нас почти даже как бы мы их крепко не заклепали, никакого сопротивления и трения между лезвиями нету. Мы берем, открываем ножницы и чуть-чуть подгибаем. Понятно, что они каленые, что они не выгнутся, но вот чуть-чуть так вот, как пружинку. Хоп-хоп-хоп, подогнули. Видим, что сопротивление стало лучше, все. Все, всем спасибо за внимание.